Сейчас многим кажется, что Кавказ испокон веков был мусульманским, но это не так. Ислам начал свое наступательное движение на север в VII веке, но во многих местах встретил ожесточенное сопротивление и широко распространился на Северном Кавказе лишь в XIII-XVI веках. До этого на Кавказе было распространено многобожие, а во многих местах процветало христианство. Появление ислама на Северном Кавказе историки связывают прежде всего с экспансией арабского халифата, который сражался с сасанидами, династией персидских правителей, имевшими на Кавказе большое влияние, и с хазарским каганатом, под властью которого частично находились земли Дагестана. Халифат в это время был огромным и могущественным государством, простирающимся от Атлантики до Индии. У Дагестана для арабов было стратегическое значение. Распространив на него влияние, халифат ограждал себя от воинственных хазар и получал в распоряжение торговые пути. Борьба шла с переменным успехом, арабы даже захватывали Дербент, но хазары в союзе с местными племенами отбрасывали их на юг. К VIII веку граница халифата шла по Кавказскому хребту рядом с городом. Крепости, устроенные арабами на границе, стали первыми оплотами ислама. В 732 году Дербент был взят халифом Маслом и ибн Абдул-Маликом. Он построил несколько мечетей и заселил районы города выходцами из халифата, посеяв первые зерна исламизации из Северного Кавказа. Следующий правитель, Мирван ибн Мухаммед, продолжил дело брата и начал покорение внутренних районов Дагестана, распространяя ислам. Побежденные народы облагались налогом, они обязаны были поставлять арабам зерно и рабов, юношей и девушек. Такое положение вещей продолжалось довольно долго. Население сопротивлялось завоевателям и пыталось сохранить свою веру, в том числе и христианство. Вскоре халифат распался, но с X века Дербент стал местом, откуда распространялась исламизация Северного Кавказа. Вклад в распространение ислама внесли турки-сельджуки, которые в XI веке прошлись по Дагестану огнем и мечом. После их появления в Дагестане стал распространяться суфизм, особое аскетическое течение, которое больше пришлось по душе местному населению, живущему по адатам, своду законов и обычаев. Исламизация населения стала происходить быстрее. Воцарение на Северном Кавказе новой религии историки связывают прежде всего с тем, что новообращенные мусульмане освобождались от налогов, подушной и земельной подати, которыми были обложены все иноверцы. Следующая волна исламизации была связана с нашествием монголов, во время которого в Дагестан проникли туркоязычные племена, почитающие Аллаха, и к XIV веку ислам превратился в господствующую религию. В конце XV века количество превратилось в качество, язычество и родовые культы отступили, и народы начали формироваться под влиянием новой религии. Официальная история гласит, что табасараны, лезгины и рутульцы приняли ислам в X веке, в XI-XIII веках Аллаха стали почитать лакцы и агулы, к концу XIV века – даргинцы и нагайцы, а к концу XV века – аварцы и кумыки. XVI век в Дагестане прошел под влиянием персидской династии сефевидов. На Кавказе начал распространяться шиизм. В начале XVI века была даже попытка создать теократическое исламское государство, а шиизм имамитского толка был объявлен государственной религией. Правда, просуществовало такое государство недолго. В 1813 году Иран отказался от Дагестана и некоторых других кавказских территорий в пользу России, и влияние шиитов так и не вышло за пределы предместий Дербента. Проникновение ислама на Северный Кавказ с запада было связано с влиянием Золотой Орды, а позже – Османской империи и Крымского ханства. В конце XV века на Черноморское побережье Кавказа вторглись османы и принесли ислам на кончиках копий. Сопротивление адыгов и черкесов-кабардинцев было отчаянным, но победы не принесло. Завоеванные земли обязывались приносить османам или крымскому хану дани рабов. В 1570 году крымский хан Шах-Бази-Гири увел кабардинцев за Кубани силой и заставил их принять магометанство. Известно, что в конце XVI века кабардинцы присягали на верность московскому государю уже по законам ислама. Из Кабарды суннизм распространился на балкарцев. В Чечню и Ингушетию ислам проник в золотоорденскую эпоху. Сначала его приняли в небольшом царстве Симсим, которое существовало на территориях Нажайуртовского и Гудермесского районов. Но основное распространение ислама здесь началось довольно поздно, в XV веке с помощью миссионеров из Дагестана. У историков вайнахского народа есть две версии, как происходила исламизация Чечни. Первая гласит, что исламом местных познакомили еще арабы в XIII веке, а вторая, что в XVI веке местные тейпы, посовещавшись, сами добровольно его приняли.
В XVIII веке с помощью проповедников ислам проник на территорию Осетии, но большого распространения там не получил. Закрепление ислама среди горских народов произошло в XIX веке во время Кавказской войны, когда имам Шамиль сумел создать имамат, государство, живущее по законам шариата, которое просуществовало 27 лет.